Привет! Ну что, долгожданные Vivo TVS. Хотя, если честно, для меня они не особо долгожданные, потому что при стоимости, как у AirPods, чтобы отвоевать себе хоть кусочек рынка, нужно предложить что-то по-особенному выдающееся. К примеру, третий FreeBuds. Там было активное шумоподавление. А здесь нам обещают квалкомский чип с поддержкой кодека PTX, что в принципе для вкладышей, которых и так немного, является реальной редкостью. Ну ладно, не будем уже затягивать, присаживайтесь поудобнее, мы начинаем. Вот иногда берешь в руки вещь и понимаешь, что прежде чем начать ее пользоваться, хочется хоть немного сначала рассмотреть ее со всех сторон. Вот у Vivo TVS именно такой случай. У инженеров и дизайнеров компании реально получилось создать очень необычный и самобытный с эстетической точки зрения продукт. Чего стоит один кейс? За счет скругленных краев он немного компактнее, чем у AirPods. С градиентным переливом, словно северное сияние у тебя в руках. Этот глянцевый темно-синий кейс с зеркальным слоем. Хочется сначала хоть немного повертеть в руках, прежде чем открывать крышку. Очень часто китайцы с точки зрения дизайна могут перемудрить и получится колхоз, но здесь получилось хорошо. На передней грани ненавязчиво поместили логотип компании, над которым скрывается индикатор заряда кейса. Сзади кнопка для сопряжения и снизу порт для зарядки Type-C. В комплекте, кстати, кроме провода для зарядки и инструкций ничего нет. Крышка магнитная и, конечно, умная. При ее открытии наушники сразу цепляются к телефону. В закрытом положении она не люфтит, а в открытом фиксируется пружинкой. Не такой упругой, как у FreeBuds 3, но непроизвольно закрываться не будет. Но есть и ложка дегтя в этой бочке меда. Как и любая глянцевая поверхность, кейс сразу собирает отпечатки пальцев. Вроде как есть еще и версия в белом цвете, она отпечатки будет собирать поменьше, но синий-черный выглядит все-таки интересней. Наушники, как и кейс, очень компактные, они меньше, чем AirPods или те же третий FreeBuds. Часть самого вкладыша и ножка глянцевая, а вот внутренняя часть сделана из матового пластика. Из ушей они вообще не выпирают, а вот по удобству, это конечно все индивидуально, но третий FreeBuds сидели у меня лучше. Там они как влитые сели и все. Vivo же немного гуляет в ухе, но у супруги наоборот, Vivo как раз сели отлично. Внешняя часть наушника является одновременной сенсорной панелью, в которой реализовано управление громкостью. Проведя вниз или вверх по ножке любого наушника, громкость уменьшается или увеличивается на один пункт. И это крутое решение, и на удивление работает быстро и корректно. По двойному касанию плей-пауза, а вот переключение треков, к сожалению, не завезли. Посмотрев на сам вкладыш, никаких датчиков приближения увидеть не получится, однако он тут есть, скрывается за сеточкой. И в отличие от третьих FreeBuds, где плей-пауза на вынимание наушника из уха работала только в связке с телефонами Huawei, у Vivo TVS плей-пауза отлично работает и на моем Samsung. Подвезли здесь и влагозащиту, пусть и минимальную IP54, то есть фактически от брызг и пота, но хотя бы есть. Хотя в тех же AirPods влагозащиты вообще нет, но в спортзале через один с ними ходят. Vivo обещает до 4 часов в режиме воспроизведения музыки, на практике же они у меня на максимальной громкости продержались 5 часов 11 минут. Это солидный показатель. От кейса их еще можно зарядить 3-4 раза, так что общая автономность выходит неплохая. И конечно, каждый наушник здесь может работать по отдельности, происходит это бесшовно. А теперь проверим микрофоны. Проверяем работу микрофона в Vivo TVS в тихом пространстве, незаведенная машина. Вроде как слышно громко, но есть вот ощущение, как будто разговариваешь по громкой связи. По крайней мере, когда в этих наушниках слушаю. Может быть, на монтаже буду слушать будет по-другому, но пока так. Проверяем работу микрофона Vivo TVS в машине. Печку, теперь уже печка включена на 3 деления из 4, музыка на фоне на 9. Чувствуется работа шумодава, музыку слышно не так громко, как она реально играет на самом деле, но голос по-прежнему. Звучание голоса мне нравится не очень. Проверяем работу микрофона Vivo TVS на улице. Ветра практически нет, мимо едут машины. Вот что-что, качество шумодава мне здесь нравится. Окружающее вокруг реально приглушается, но вот само качество речи, все равно вот какое-то ощущение рации есть. По микрофонам выводы такие. Шумодав есть и реально работает, но из-за этого голос звучит немного неестественно. Но в целом микрофоны выше среднего. А теперь начинается самое интересное. По идее, внутри Vivo TVS поставили квалкомовский чип 5126, который идет с поддержкой кодека aptX. Но на Galaxy S10 в настройках разработчика автоматически ставится кодек AAC. А при установке aptX вручную он слетает. Я проверил на 3 разных телефонах. На Realme XT и Redmi Note 8T такая же история. aptX не цепляется. Из инструкции я скачал даже приложение, обновил прошивку на наушниках, но ситуация это не поменяла. Зато, кстати, звук изменился в лучшую сторону, но о нем чуть позже.
Видимо, в Vivo что-то накосячили, так что имейте это в виду, что такое возможно. Так вот, вероятно, поэтому даже в YouTube ощущается задержка, причем выше среднего. В играх она есть, не прямо большая, но ощущается. Хотя по качеству связи и дальности работы вопросов нет, обрывов у меня не было вообще, а дома бьет стабильно через 2 стены. Кстати, на канале сейчас каждые 2 недели проходит розыгрыш Mi Band 4. Условия самые простые: лайк, подписка и комментарий по теме видео. Примерно 15 и 30 числа каждого месяца в прямом эфире определяем победителя. И еще сейчас проходит розыгрыш 2 пар наушников, все условия в описании. А со звуком дело обстоит так. Vivo TVS поставили достаточно большой динамический 14,2 мм драйвер, и ожидания по ним у меня определенные были. Но, как это обычно и бывает, наши ожидания нас и подводят. Они не совсем оправдались. В целом звук объемный и приятный. Низкие частоты, их немного. Они есть, текстурные и больше отрабатывают кик, нежели там глубокий бас. Середина свалилась к низким и есть легкое ощущение глуховатости. Высокие не акцентированы. На фоне третьих фрибатсов, обзор на который недавно был на канале, Vivo TVS звучат явно проще. У фрибатсов и середина чище, и басы объемнее, вот высокие одинаковые. И в Vivo что-то настолько намудрили, что, наверное, не самые крутые по звучанию AirPods все же по мне звучат приятнее. Если порассуждать теоретически, повлиял ли отсутствующий кодек aptX на звучание, наверное, повлиял, но все же думается мне минимально. Если посмотреть на технические характеристики aptX и AAC, там такая минимальная разница в битрейте, что как-то кардинально повлиять на настройку звука и общие какие-то моменты он вряд ли мог. Но все же звук неплохой, он приятнее, к примеру, тех же Xiaomi Air 2. Но для своей стоимости, она у Vivo не демократичная, такого звука явно недостаточно. Впечатления смешанные. С одной стороны, они очень круто выглядят, и у них есть управление громкостью. С другой, при цене 150-160 баксов звучат они простовато. Если честно, я думал, Vivo TVS сместят по звучанию FreeBuds 3, но пока нет. Может быть, через приложение Vivo как-то выпустит прошивки, звук поменяется, но пока, как говорится, чем богаты, тем и рады. Ну, или в данном случае не рады. Пишите в комментарии, как вам Vivo TVS, и если выпуск был полезен, поставь лайк и подпишись на канал. А на сегодня все. До встречи в следующих видео. Пока!